Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам две новых орхидеи и продолжаю знакомить вас с препаратами от вредителей, которые можно приобрести в наших сетевых супермаркетах. Большое спасибо всем, кто поддерживает мой канал. К сожалению, не могу выразить свою благодарность каждому, потому что мой банк не имеет этой функции, поэтому говорю здесь большое вам спасибо, а номер банковской карты находится в описании под видео. Еще раз огромное вам спасибо. Я приобрела два биглипа. Названий, как всегда, не знаю. Вот такой чудесный голландский биглип. Орхидея здорова. Вот бирочка от производителя. Это очень хороший производитель, просто отличный. Это можно увидеть по самой орхидее и по корневой системе. Есть даже растущие корни. Причем все орхидеи из этой поставки были с сухими корнями, а это просто замечательно. На этом горшке есть цифровой код, вот он. И если кто-то может узнать, как называется орхидея по этому коду, подскажите, пожалуйста. И еще одна орхидея, желтенькая. Знаете, что я люблю желтые орхидеи, но с этой орхидеей, конечно, не все в порядке. Но последнее время я специально покупаю орхидеи, которые без корней, с гнилыми корнями, с минимальным количеством корней, с какими-то проблемами у орхидеи на шее. И пытаюсь восстановить эти орхидеи, не доставая и не разбирая орхидею из покупного грунта. Вот последние месяца 3 я приобрела, наверное, штук 5 таких орхидей. Ни одна орхидея не погибла, но показывать пока нечего. Они все цветут. Поэтому показывать я их буду чуть позже. Но у этой орхидеи, помимо того, что проблемы с корнями, вот здесь корни есть, но они не идеальны. Но у этой орхидеи есть проблема на шее. На этой части есть черное пятно, и оно мне не нравится. Я обработаю эту орхидею препаратом Максим, но не сейчас, не на камеру, потому что Сёма, как всегда, находится рядом. Хорошо, что спит. Да. Вот уже и Ричи хочет прибежать. Вскрою. Сейчас покажу вам, что за капсула. Это фунгицид Максим для цветов и картофеля. Я им часто пользуюсь, когда есть такие пятна на шее. Я вскрою ампулу и тоненькой кисточкой обработаю неразбавленным препаратом. И покажу вам, как это будет выглядеть, но тогда, когда я уйду от наших любимых питомцев. И в конце видео покажу вам, как она будет обработана. Сегодня познакомлю вас еще с некоторыми препаратами от вредителей, от трипсов и от клеща, которые я нашла в Леруа Мерлен. Давайте сначала разберемся, как классифицируются любые препараты, будь то от вредителей или же это фунгициды. Все препараты делятся на 3, можно сказать, категории. Это контактные препараты, системные препараты и препараты, обладающие трансламинарной функцией. Контактные препараты, наверное, понятно из этого названия. То есть только при контакте с вредителем вы его уничтожаете. Системные препараты
Если мы опрыскиваем растение, во-первых, проникает внутрь растения и проводится по всей водопроводящей системе растения. И чаще всего системные препараты работают снизу вверх, то есть можно поливать корни, и тогда это проходит по всей системе растения. Соответственно, или лечит, или убивает вредителя. Обязательно в таких препаратах нужно смотреть срок действия, то есть срок защиты растения. А трансламинарные препараты – это половинка от системного. То есть опрыскали растения, снизу вверх они не проходят, но по листику, если вы даже сюда попали, а вот сюда не попали, то есть распространится препарат внутри, и даже если вы опрыскали только сверху, чаще всего проникает до низа листа. То есть проникающая функция. И когда вы приобретаете любой препарат от вредителя, нужно знать или найти, почитать, какой же препарат вы приобрели. Вот я сегодня перед съемкой поискала все вот эти препараты, которые я приобрела для того, чтобы вам показать. И вот так быстро это все не находится. Даже в интернете, даже если я конкретно задаю вопрос по конкретному препарату, вот сейчас точно могу сказать, что Тиавид Джет – это системный препарат. То есть он и корням не повредит, когда вы опрыскиваете растения. И даже можно полить им. И этот препарат двойного назначения, он от болезней и от паутинного клеща. То есть с клещом он тоже борется, и это прекрасно. Есть еще один системный препарат, называется Маспилан Профи. Мне он очень нравится. Он и контактный, и системный. И тоже борется с трипсами, с белокрылками, в общем, с такими жесткокрылыми вредителями. Препарат от комплекса вредителей. Но здесь с ним надо разбираться. В основном это все инсектициды, то есть паутинные или красные клещи, которых мы видим на орхидее, это должны быть акарициды. То есть клещ относится к паукам, к паукообразным, и на них инсектициды не действуют. Для них должны быть препараты акарициды. А вот здесь написано инсектицид. Значит, с трипсом бороться будет. Есть биопрепараты. И тоже мы с вами сейчас увидим, что в аннотации написано трипсы. А вот препарат, тоже био, от клещей и других вредителей. То есть наверняка это акарицид. Сейчас прям большой бум препарата Батрайдер. Он борется, прямо с любыми вредителями, но на нем написано четко, что это инсектицид. Но когда я прочитала инструкцию, я поняла, что не такой простой этот препарат. Вы, когда покупаете любой препарат, вы должны изучить инструкцию. Какого класса опасности? Когда и где проводить обработки этим препаратом? Я понимаю, что наши орхидеи находятся в тех помещениях, в которых находимся и мы. И не всегда препараты, которыми мы пользуемся от вредителей, полезны для нас. То есть о полезности вообще нет
никакого разговора, а вот насколько они вредны для нас. Потому что очень часто это бывают пестициды. И не третьего класса опасности. Вот био – это третий класс опасности. То есть он не опасен для животных, не опасен для пчел. Можно открыть окна, обработать, или же уйти на балкон, или уйти в ванную комнату и там обработать наши орхидеи. Ни мы не отравимся, ни животных не отравим, ни детей, конечно. А вот Батрайдер, когда я прочитала в инструкции, здесь очень мелкая инструкция, я вам просто перескажу. Тут даже камерой не покажешь, хотя попытаемся. Вот здесь очень мелким шрифтом написано: первый класс опасности для пчел. И если вы даже обрабатываете в своем подсобном хозяйстве, если у вас рядом есть пчеловод, то нужно за 5 дней предупредить, что этот препарат опасен для пчел. И смотрите, какую еще вот здесь они памятку для нас пишут. То есть первый класс опасности, пестицид очень опасен. Наверняка можно проводить обработки только на воздухе. У кого есть рыбки и аквариум? Да. И у кого есть, вот здесь просто написано, у кого есть рыбки в аквариуме, это тоже будет совсем не полезно для рыбок. Поэтому всегда читайте инструкцию. Понятно, что ни с трипсами, ни с мучнистыми червецами несложно бороться. Сложнее всего бороться с этим красным клещом. И такой препарат, как Тиавит Джет, может быть, больше поможет, чем Батрайдер. Ну, по крайней мере, не отравиться и не отравить никого, кто рядом с вами находится. Потому что на этом препарате написано класс опасности 3. Конечно, нам хочется избавиться от всех вредителей на орхидеях, но в природе ничего не бывает стерильного. И мне очень часто пишут, нашли каких-то маленьких, светленьких, сереньких, длинненьких вредителей в грунте, а это всего лишь подуры. Они не опасны для орхидеи. И не нужно травить орхидею от подур. Если вы будете просушивать грунт, популяция обязательно уменьшится. Но даже в керамзите, если, например, вот смотрите, вот орхидея стоит на мокрых пятках. И пока есть вода в двойном горшке, подоры там себя чувствуют прекрасно. Но как только просыхают корни, подоры тоже погибают. Я вчера поливала большой стеллаж орхидей, там 70 орхидей находится. Так вот, я использовала 4 10-литровых ведра воды и увидела всего 2 подоры. Орхидеи были очень хорошо просушены. А вот в таких в следующий раз обязательно будут подоры. Но они не грызут наши орхидеи и не грызут корни орхидей. Поэтому ничего страшного, если подоры бегают в грунте. Особенно это касается орхидей, которые посажены в кору. В керамзите все равно их меньше. И они не выпрыгивают никуда. Но даже если в момент полива она прыгнула на листик, она не будет здесь жить. Ей нужен влагоемкий грунт, ей нужна влага. Это как лягушка. Она не может долго находиться вне водоема, потому что кожа высыхает. Вот у подуры примерно то же самое. Ну, я утрирую немножечко, но можно сделать и такое сравнение. Поэтому подур никогда не бойтесь. А вот с остальными вредителями, которые высасывают сок из растения, бороться нужно. Но бороться нужно так, чтобы не навредить себе. Берегите себя, внимательно читайте инструкции на применяемых вами препаратах. И до новых встреч. Увидимся на канале.
Семочка не мешал. Семочка спал. Погода располагает к сну. Вот хороший мальчик. Хороший мальчик, хороший. Сема проспал. Ричи не мешал. Речи не приходил, не мешал. Потому что дождик идет. Нет, нету дождя. Нет еще, да? Нет дождя. Ну, сейчас будет. Да. Где моя любимая собака? Где моя любимая собака? Вот она, любимая собака. Ты мой золотой. Ты мой золотой мальчик. Да. Ах ты хитрый мальчик такой. Хитрый. Послушный мальчик. Да? Да, да. Ой, 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 ой. Где мои любимые ушки? Вот скажи, я уже какой. Давай, садись. Нет? Хочешь, чтобы тебя гладили? А тут свое сонное царство. Лаки. И Юлечка. Юлечка. Разбудили. Ну, извини тоже. Ты тоже к друзьям пришел. Ну, Друзья спят? иди к друзьям. А, ну собираются тоже. Собираются.